Всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард, и сегодня будет урок по рисованию орнамента, а это вкратце про меня, да. Вот. В описании к видео и к закрепленному комментарию я положу сам рисунок этого орнамента, чтобы вы могли скачать и, ориентируясь на эту историю, если вам интересно, попробовать также порисовать его. И я рекомендую такой способ работы над рисунком. Это взять вот эту вот картинку, ориентируясь на нее, может быть, немножко видоизменить и смотреть видео одновременно с моментом вашего рисунка. Через смотрение видео и рисование могут перейти ваше понимание, ваши ощущения материала и инструмента. Такие штуки, которые трудно передать словами. Их можно просто увидеть. Поэтому я буду показывать свой лист с разных сторон, с разных ракурсов, чтобы вы получили максимальное богатство впечатления, не только сверху. Для того, чтобы такие круглые, симпатичные линии получались у вас достаточно уверенно и эффектно, их нужно тренировать отдельно. То есть, можно пойти по двумя путями. Можно брать и рисовать вот такие вот полукруги, овалы, цилиндры. Просто делать руку, способной рисовать такие эстетичные линии. Для этого необходима тренировка. Вы берете лист формата А3, например, и заполняете его такими полукруглыми линиями, такими эффектными и воздушными, и очень легкими. Тогда рука натренируется, тогда будет необходимый бэкграунд для того, чтобы двигаться вот в эту историю рисования орнаментов. Если у вас рука более-менее набита, то можно идти дальше. Тут чуть проговорю про материалы. Я рисую линерами, Fine Liner, Winsor & Newton. Это этот инструмент, и миксую его с обычным каким-то маркером, которым делаю толстые линии. Собственно, про материалы фактически все. На чем я рисую? Это скетчбук, тоже Winsor & Newton. Он с такими пружинами, в нем очень много листочков и довольно хорошо держит вот это вот воздействие линера. Маркер, конечно, пробивает лист насквозь. То есть на другой стороне я уже не смогу рисовать. Но в целом эффект мне очень нравится от этого линера. Поэтому, я думаю, может быть, один лист, один скетч, да, это нормально, это вполне мне подходит. Вот, материалы. Бумага. Бумага достаточно тонкая, она практически как по плотности, как мне кажется, как офисная, но она, в общем, имеет какие-то свои преимущества. На ней дико приятно рисовать, и она нормально сшита. И удобно выдирать потом оттуда, из этого скетчбука, листики. Вернемся к рисунку. Если вы посмотрите на рисунок, обратите внимание, как я сначала делаю форму декора. Вот он я. Да, всем привет, всем привет. Как я сначала делаю форму декора, а потом делаю его объем. И объем, он набирается у меня вот этими вот характерными линиями, которые делают предметы округлыми. Я как будто бы вытаскиваю эту форму из самого листа. И потом подчеркиваю вот этим вот очень жирным линером черным. Создаю теневые области. Если у меня все предыдущие этапы моего рисунка сделаны достаточно верно и правильно, то рисунок становится симпатичным. Вот как вы видите на экране. Он не сказать, чтобы сложный, но он вполне себе ничего. Почему он черно-белый? Потому что, во-первых, это очень быстро, это достаточно стильно, это очень близко к моему типу скетчинга. Скетчинга как книжная графика. И мой стиль скетчинга, он вытекает из потребностей архитектора и ландшафтного архитектора. По сути, это ответвление моего типа скетчинга. Ландшафтного скетчинга и архитектурного скетчинга. И это тот момент, который декорирует всю вот эту вот мою проектную историю. Если я, например, рисую там идею проекта, я думаю, каким образом я могу очень круто ее, и наглядно подать. Изначально я придумал эту идею. Потом я ее каким-то образом оформил, сделав небольшой скетч. Потом, если эта идея правильная, я поговорил с клиентом,
я могу сделать более проработанный скетч, а потом эта история идет, например, в 3D. Но вот на стадии моего скетчбука, я думаю, было бы неплохо оформлять его вот в таком довольно крутом старинном стиле, вот такими типами орнаментов. И то, что вы себе сейчас видите, это как раз и есть тренировка в таком типе оформления листа. Ну, тут я использую лист А4 и полностью его отдаю орнаменту, чтобы научиться, ну, достаточно легко и свободно прорабатывать вот все это пространство листа. Да. Но потом я понесу вот эти вот навыки в мой скетчбук и буду практически в автоматическом режиме радостно всю эту историю свою проектную оформлять, вырисовывая красивые вензеля. Вот. Ну, вы можете применить это совершенно в каком-нибудь другом стиле. Но в первую очередь это приносит огромное удовольствие. А, Когда я рисую таким образом, ну, я практически не думаю. Меня увлекает сам вот этот вот процесс. Голова расслабляется, стресс проходит. Ты сидишь и с удовольствием чирикаешь вот эти вот симпатичные штуки. А если они еще и хорошо получаются, то настроение на ближайшее время прямо обеспечено. Я это очень люблю, мне это очень нравится. Мне хочется, чтобы и другие тоже попробовали такой интересный эффект. Поэтому моя рекомендация просто прямо сейчас брать и пробовать. Пробовать рисовать вместе с видео. Это очень симпатично. Для того, чтобы выбрать, например, материалы, можно делать, ну, можно брать такие же материалы, как у меня. Ну, я говорил, у меня линер Winsor Newton, второй линер это какой-то no name, и скетчбук Winsor Newton. Но на самом деле можно взять там какую угодно бумагу, хоть офисную бумагу. Ну, единственное, что с другой стороны вы не нарисуете, ну да и зачем. Или взять любой другой скетчбук, или просто альбом, и начать его заполнять такими орнаментами. В итоге у вас будет, ну, крутой, классный такой орнаментальный альбом. Это же красиво. Это такой классичный орнамент, он близок к понятию культурной ценности. Это то, что является бэкграундом нашей цивилизации. Я думаю, если я трачу время на вот эту вот историю, пускай она будет благородной, прекрасной и чистой. И вот я двигаюсь по следам великих старинных монстров, которые рождали нашу культуру. Вот оттуда все приходит. Есть некоторые трудности, с которыми придется столкнуться. И первая трудность, она как раз на входе вот в эту историю. Нужно научить руку делать легкие свободные линии. Я рекомендую такой способ. Вы заполняете вот этими округлыми линиями много листов и старайтесь максимально расслабить руку. Если рука будет расслаблена, то успех постепенно придет. Нужно смотреть на какие-то примеры орнаментов. Можно смотреть на мой. И пытаться повторить вот эти вот линии, вот эти изгибы, из которых он состоит. И повторять, не останавливаясь там на первом листе. Остановиться, отдохнуть можно, я думаю, что на 10-м, например. Это как спорт, как тренировка. Вы делаете практику, и у вас все получится. И довольно много работая в Италии, я понял такой очень базовый принцип о том, чтобы вы прошли трудную историю легко, нужно, чтобы вы проходили ее с удовольствием, с хорошим настроением. Ну, если, может быть, в России это звучит чуть-чуть странно, то в Италии это уровень нормы. Вы должны получать удовольствие от вашего процесса. Если вы это делаете, то и автоматически начнет постепенно все получаться. Вы легче пройдете историю без подвига, без, ну, такого надрыва, без драмы, а с удовольствием. Поэтому я рекомендую это делать, ну, хорошо, уверенно, постоянно и с хорошим настроем, с таким позитивным и сильным. Потому что для итальянской нации, например, это типичный уровень нормы. У нас, может быть, чуть-чуть странно это звучит. Такая очень симпатичная и графичная штучка получилась. Ну, собственно, в общих чертах, я думаю, что она готова. Я ее положу в комментарии под видео и в описании. Пожалуйста, если вам нужно, то скачивайте и используйте. Ну, то есть можно поставить этот орнамент, поставить мое видео, из видео брать детали вот этих вот, как делаются штрихи, как двигается рука, что там происходит, ну и так несколько раз просматривать. А сам рисунок, ну, держать как ориентировку и смотреть на него, может быть, домысливать свой вариант. Не обязательно копировать меня. Зачем?
Вот, надеюсь, вам понравилось. Меня зовут Кичагин Эдуард. Ну и супер подробно это я все буду разбирать на своем курсе, который готовлю. Если недостаточно вот этих бесплатных уроков, будет платный курс, где я прям каждую черточку буду разбирать. Да. Информация о нем, когда он выйдет, будет также под всеми этими видео. Меня зовут Кичагин Эдуард, и моя тема теперь и вот такой вот скетчинг. Всем чао-чао, хорошего вечера и хороших тренировок. Я надеюсь, я уверен, у вас все получится. Чао-чао.